У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Всем привет, друзья! Вы на канале Нави Дота, и рядом со мной человек, которого вы прекрасно знаете. Вы просили, вы писали, это состоялось интервью с Соло. Здравствуй, Леша. Здравствуй, привет всем. Добро пожаловать в Нави. Это твое первое большое интервью, и сегодня хотелось расспросить тебя немножко больше о твоей, возможно, личной жизни и о прошлом в том числе. Ну и, конечно, поговорим о новом составе. Расскажи в первую очередь, как тебя занесло в Нави? И вообще, был ли у тебя момент в карьере, когда ты был ближе всего к тому, чтобы оказаться в Нави, помимо этого? Какими судьбами? На самом деле, после ухода из Virtus.pro мы с Вовой рассматривали вариант того, что продолжим играть вместе. И мы попытались, в принципе, поиграть вместе. Команда там у нас была с Сумаилом, Джостерор, с Рамзесом. Не пошло немножко. Мы думали о возможности пойти в Нави. Но в Нави тогда был состав. И не очень-то нас ждали, судя по всему. А когда была возможность поиграть в Нави, я очень хотел попасть в команду в 2014 году после International, когда уходил Пупей. Я хорошо общался с ребятами, с Сашей Хвостом, с Даней неплохо общались. Ван Сквор был на тот момент в команде на 4-ке, по-моему. Почти получилось, мы хорошо поговорили на Интернешнале, договорились попробовать поиграть вместе после того инта, но так получилось, что меня не взяли в команду. Очень зря, видимо. Но ничего, ты все равно вернулся и сейчас представляешь наш славный ТЭК. Расскажи немножко о своей жизни вне доты, вне активных поездок, постоянных ланов и то, чем ты жил много лет как киберспортсмен. И вот пандемия, здравствуйте, такой кризис. Расскажи, где ты обитаешь, чем занимаешься и как провел эти 1,5 года, допустим? Я живу в городе Новороссийске, ничего не изменилось. Была возможность переехать в Москву, потому что мы долго играли достаточно в Virtus.pro. 4 с небольшим года я отыграл в ВП. Москва классный город, но тоже не мое. В Новороссийске у меня семья, друзья. Так и не переехал. Эти 1,5 года провел дома, на карантине почти большую часть. Опять же с друзьями, с семьей, с женой, с песиком. Какой у тебя песик? Спасибо. Точно, я его видела. Класс. Спасибо. Чем занимался на карантине, в принципе? Играл в доту или играл. Точно так же, как и мы все, деградировал? Просто ничего не делал? Много играли. Сложный год был у всех. В плане доты особенно сложный. Потому что мы, помотало нормально. Чем любишь заниматься вообще в свободное время, даже помимо карантина? У меня много друзей. Провожу время с друзьями. Куда-то выбираемся, отдыхаем. Самые разные активности. Все как простые люди, да? Все как у всех. И много играл в доту, очень много играл. Может быть, даже больше, чем когда все было хорошо в плане результатов в компетитив-сцене. Поэтому форму не растерял, надеюсь. Для тебя это был стресс, вообще такая смена графика, смена жизни? Да, конечно, потому что мы очень много потратили сил на то, чтобы выиграть квалификацию ESL Лос-Анджелес. Должен был быть это мейджор вроде как. Да, это как раз был тот мейджор перед карантином. Мы прям усердно готовились, у нас была замена в команде, мы поменяли Заура на Игорька ЛТВ по разным причинам, и прям это была наша цель, то есть у нас был долгий буткемп, много КВшек, мы отобрались на этот турнир, сделали визы, я летал в Екатеринбург именно ради американской визы, то есть мы прям очень, очень хотели туда попасть. Когда случился карантин, объявили, что турниры будут проходить в онлайне, сильно расстроились. Тем не менее, все равно выиграли этот турнир, потому что готовились изо всех сил. И вот так и прошел дальше год в онлайне. А я ненавижу онлайн. Да, мало кто его любит, действительно, особенно те, кто привык выступать на больших сценах, на больших ланах. Давай тогда поговорим об этом периоде. Можешь рассказать про, может быть, ноутечес немного? Как формировалась команда, какие ты цели вообще ставил перед собой и перед ребятами? И какова была цель всего этого? Да, могу рассказать. В этом году Valve решили изменить DPC-сезон. То есть это был тестовый год, я так понимаю. Не знаю, надеюсь, что что-то изменится в этой системе. Очень внезапно стало для всех анонс того, что будет 2 лиги в DPC. Для того, чтобы играть в лиге, нужно было пройти квалификацию. Мне дали слот в квалификацию, то есть я собрал ребят, кто захотел, кто мог на тот момент, и мы пошли играть. Выиграли квалификацию, заработали слот в первом диве.
но не могу сказать, что это все было серьезно, потому что, опять же, в онлайне разный пинг, то есть для меня очень важно находиться с людьми, чтобы тренироваться, хорошо играть, выступать. Короче, у нас ничего не получалось. Поэтому отношение было не то, чтобы... Ну, короче, плыл по течению. Ну, нужно было что-то делать, не останавливаться, Ну да. Чтобы не утонуть, собственно говоря. Каким образом вообще после подобных неудач, после там и кризиса СВП, и ноутечес, вообще сохранять желание играть в доту? Очень просто, если любишь доту. До сих пор? У меня есть не закрытая как бы мечта, да, есть цель, есть силы и время для того, чтобы попытаться ее осуществить, поэтому еще постараемся. Каково было морально, вот опять же, после триумфа и после того прекрасного времени в ВП, осознавать, что, ну, это закончилось, возможно, впереди еще что-то более грандиозное, но пока что все не очень. Вот как ты это переживал, этот момент? Нормально. Опять же, мы сами виноваты в том, что после ухода из ВП разбежались, не удержались вместе, местами поругались, и у нас была возможность, мы об этом говорили, нас хотела подписать крупная организация европейская, наш состав с Сумаилом. Мы все понимали, и мне кажется, я в первую очередь понимал, что все, что происходит в онлайне, это несерьезно. Нужно собираться, общаться, думать о будущем, как-то все это строить опять с нуля. К сожалению, не удержались, поругались в онлайне, и вот привело к тому, что как бы никто из нас не на интернешнале. 3 главных урока из истории золотого состава ВП, которые ты для себя вынес? В плане доты. Ну, нет, не обязательно. плане отношений. В плане отношений, в плане доты, вот, в плане построения команды, как капитана. Я думаю, что главный урок — это если много трудиться, то это обязательно вознаграждается. Угу. Второе — это нужно уважать друг друга и всегда идти на компромисс. Только так можно построить хорошую команду и чтобы она продержалась вместе долго. Третий урок — нужно ценить то, что имеешь, мне кажется, потому что это все очень быстро может закончиться, если перестать прилагать усилия или перестать идти на компромиссы. 3 антиурока. Что бы ты никогда не перенес в новую команду? Какие вот ошибки, на которых ты научился в ВП? Ну, как капитан, я считаю, что он должен брать на себя ответственность и делать это чаще, чем делал в конце. А ты не брал на себя ответственность? Нет, брал, но реже брал, чем хотелось? в лучшие годы, да. Потому что очень много, как мне кажется, зависит от меня, от моего настроения и от моего подхода. Не перекладывать ответственность на других людей. Не играть на четверке, я вот на четверке попытался поиграть. Не мое. Ну, блин, не знаю, с антиуроками сложнее. Давай тогда двигаться дальше. В принципе, тренерство выглядит как логичное продолжение карьеры проигрока, особенно капитана. Думал ли ты когда-то об этом, и когда ты был близок к тому, что все, fuck this, я не игрок, можно идти тренировать кого-то? Ну, думал о разных вариантах развития карьеры. Не могу сказать, что держусь за карьеру в киберспорте именно потому, что нужна работа и какой-то доход. То есть нет, дело не в этом. Тренером быть, наверное, не мое, как и стримером, как и... Талантом? Не, ну аналитиком я могу поработать, если это international, тем более это юбилейный international, но не могу сказать, что мне это близко, то есть что я могу этим заниматься на постоянной основе. А почему не тренер? Я люблю доту и люблю играть в доту, люблю побеждать. Тренер, мне кажется, что это большой шаг назад для меня в плане эмоций от доты, наверное. Не знаю, не готов сейчас об этом говорить. Скорее всего, я, если буду заканчивать карьеру, то совсем ее закончу. Вряд ли я буду тренером. Интересно, потому что даже готовясь к этому интервью, я просматривала, люди тебя и в ВП, в общем-то, сватали как тренера. Но, видимо, еще немножко подождем, друзья. Плавно переходя... Или немножко. Плавно переходя к теме возраста, вот ты являешься одним из самых возрастных, наверное, активных игроков. Мы привыкли видеть все-таки вот это разделение, что суперзвезды, они в основном керри молодые, да, игроки, там, около 20. И более мудрые капитаны — это уже игроки, которые, ну, более великовозрастные. Расскажи, как ты к этому относишься и насколько сильно возраст влияет на скилл, на понимание игры и на твою, в общем-то, позицию? Я думаю, что возраст в первую очередь влияет на количество времени, которое ты можешь уделять игре, потому что чем старше ты становишься, тем больше у тебя обязанностей, каких-то проблем вне игры, да, которые ты должен решать. Это первое. Второе, да, конечно, когда ты играешь на кор-позиции, мидере или кэрри, ты должен больше времени уделять механической игре, то есть матчмейкингу, пабликам, и поэтому на этих ролях и играет молодежь. Да. По поводу возрастных игроков, их не так много на сцене, то есть там в Китае осталось несколько игроков,
Ланем играет или тренер, ты не знаешь, ладно, я тоже не знаю. Ну, Пупейт уж старый, как бы относительно по меркам доты. Не знаю, мне норм, я ориентируюсь на мнение людей в игре, которое для меня важно. И как только они начнут мне говорить, что я играю плохо или у меня не получается, я это приму. Пока все нормально, я хорошо играю. А кто эти люди? Это люди, с которыми я прошел долгий путь в этой игре, которых я люблю, ценю, к которым прислушиваюсь. Например? Например, Вова. Кто-то еще? Кто-то еще. Кто-то еще. Может ли молодой игрок быть хорошим капитаном? Думаю, да, все зависит от коллектива, какие отношения в команде. Есть пример, опять же, Virtus.pro, да, сейчас, которые играют, у них средний возраст 19 лет, если я не ошибаюсь. Виталик очень молодой, ему 18 или 19, и он номинально капитан Virtus.pro, поэтому все индивидуально, да, почему нет? Ну, тогда давай немножко переместимся уже в настоящее. Мы разговаривали с ребятами в прошлом влоге, в том числе о том, что прекрасные отношения у вас, по крайней мере, на тот момент были. Расскажи, как прошла личная уже встреча на буткемпе. Да, все ок, мы по очереди приезжали, собирались, мы с Вовой прилетели первые, ждали ребят. Ваня, как обычно, приехал позже всех. Нормально, все отличные парни, шутим, много говорим об игре и... Короче, все норм. Вы уже начали играть некие праки, мы об этом уже поговорили. Как ты, на первый взгляд, видишь отношения именно на линии? То есть тебе комфортно ли Витюну с тобой или тебе с Витюном? Хорошо ли все у Алохи с генералом? Вот расскажи немножко об этой химии внутри игры. Мы сыграли не так много вместе на данный момент. Ну, я вижу, что, во-первых, ребята много играли втроем. Мы с Вовой играли вместе 6 лет, то есть мы друг друга отлично знаем. Вроде ладим, не знаю, спросите Алика, как ему со мной, мне норм с Аликом. Алоха вынужден был возвращаться в игровую форму, потому что он год практически там делал перерыв от доты. Вот расскажи, как ты видишь его прогресс, может быть, как ты ему помогаешь в этом? Илюха очень мотивирован, потому что он говорил в интервью, что он был готов заканчивать карьеру дотера и уходить там покер, стриминг и так далее. Но я знаю, что когда мы играли в ВП, он очень хотел поиграть с нами, он нас очень уважает как игроков, поэтому он почти сразу согласился вернуться, попытаться. Нам он тоже, в свою очередь, был нужен, как проверенный человек на этой позиции, которого Витя тоже уважает как игрока, потому что это как бы готовая линия, да, у них. Поэтому все прошло гладенько, он очень мотивирован, старается, посмотрим, что из этого получится. Прогресс есть, да? За 5 дней. Не за 5 дней, но мы с ним разговаривали, когда месяц прошел с прошлой встречи, он говорит, что он много играет в доту. Он много играет, это правда, да. Имеется. Ну, это разные абсолютно игры. То есть матчмейкинг — это даже не близко то, что профессиональная дота показывает. Хорошо. Ваня говорил в своем интервью, что ты за то, чтобы делать длительные буткемпы. Да. И этот ваш буткемп будет достаточно длительный, 20 дней. Ориентируясь там на прошлый, допустим, наш состав доты, они сидели тоже долго на буткемпе, опять же, из-за того, что такой формат лиги. И это не лучшим образом, как они отзывались, повлияло на их взаимоотношения. Что ты думаешь по поводу длительных буткемпов? Почему ты именно вот все-таки за Не знаю, это? у меня хороший опыт. Не знаю, что у ребят пошло не так, почему это плохо повлияло на их взаимоотношения. Мы, играя в Virtus.pro, тоже очень много времени проводили на буткемпах. 20 дней — это средний буткемп наш по продолжительности. Если мы готовились к каким-то важным турнирам, то это спокойно могло быть больше. Формат лиги, да, диктует правила, это правда. То есть один матч в неделю, ты вынужден сидеть долго на буткемпе. Ну, не знаю, я надеюсь, что мы не перегорим. Все зависит от нас самих, как мы построим отношения. Хочешь немножко покритиковать формат Я хочу очень сильно сезона? покритиковать Расскажи, формат. что не нравится, что поменяем, значит, и какие требования должны... Но мы еще не знаем, какой будет формат в этом Да. году. Еще Но не что объявили. было не так с прошлым? Да все. Один матч в неделю — это очень неправильно, мне кажется, потому что тяжело находиться в пиковой форме и держать концентрацию 7 недель, 7 матчей. Ну да. Мне кажется, это не очень правильно. Плюс распределение DPC очков было абсолютно абсурдным. То есть ты получал, если я не ошибаюсь, за победу в своей лиге региональной 200 DPC поинтов, и за топ-4 на мажоре, по-моему, ты тоже получал 200 DPC поинтов. Ну, это абсолютно странно, потому что турнир, где соревнуются команды со всего мира, со всех регионов, должен гораздо больше отражать, да, Invite на International, чем топ-1 региональной лиги. Это глупо. Ну, у меня много претензий, я надеюсь, что формат изменится.
Ты едешь на International, уже был анонс в качестве таланта. Это будет новый опыт для тебя? Как тебе вообще? Ты в предвкушении? Да, наверное, но я работал уже на International в 2014 году. Конечно, сильно отличается формат трансляции от того, как трансляции выглядят сейчас. Но мне кажется, я буду себя чувствовать органично, комфортно. Турнир должен быть интересный, можно пообщаться с игроками, что-то для себя подчеркнуть на будущее, наперед. И не так далеко, да, проходит в этом году International. Ну да, это удобно, сел, ты полетел, это не нужно лететь через Посмотрим. океан в Америку. Хорошо, ну я тебе буду желать удачи в любом случае. И на International в качестве таланта. Я думаю, Спасибо. что это будет весело, тебе понравится точно. И, конечно же, вам, как составу, тебе лично, как игроку. Спасибо тебе Все большое будет, за это интервью. все будет, спасибо. Все будет. Спасибо вам, друзья, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить свой лайк и, конечно, напишите комментарий. И всем спасибо, всем пока!